Идеи, лежащие в основе прав человека, возникали в разные исторические эпохи, как минимум с античности, но реальностью для всего мира они стали сравнительно недавно. Для понимания суть прав человека важно рассмотреть как раз тот момент, когда это происходит. Это случилось 10 декабря 1948 года, когда Генеральная ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека. Толчком к этому послужили события, предшествующие Второй мировой войне, а именно Холокост, когда в нацистской Германии поражались в правах и уничтожались определенные группы людей. Среди них были этнические группы, евреи, цыгане, например. Это были люди с различными формами инвалидности, гомосексуалы и политические оппоненты. Само по себе это достаточно страшно, когда люди уничтожаются просто за то, что они принадлежат какой-то группе, но кроме этого идея создателей ВДПЧ была в следующем. Если бы мировое сообщество и различные страны вмешались в деятельность нацистской Германии во время Холокоста, возможно, Второй мировой войны либо не было бы, либо она была не такой кровопролитной. Таким образом, устанавливается связь между правами человека и безопасностью. Кроме того, что они очерчивают круг безопасности для тех людей, которые живут в определенной стране, они еще и обеспечивают безопасность во всем мире, поскольку государство, которое начинает нарушать права человека внутри себя, рано или поздно может развязать агрессию по отношению к своим странам-соседям. Как же принималась Всеобщая декларация прав человека? 10 декабря 1948 года 56 представителей 50 стран-участниц ООН, которые существовали на тот момент, проголосовали за принятие Всеобщей декларации прав человека. Что это означало для стран? Государства в этот момент давали согласие на некоторые ограничения своих действий, поскольку права человека подразумевают, что государство гарантирует всем тем, кто находится на ее территории, либо что-то не делать, либо наоборот что-то им предоставить. То есть государства самостоятельно принимают решение надеть такой своеобразный хомут на себя, который ограничивает их действия. Голосование и принятие Всеобщей декларации прав человека было сложным. Каждая статья ВДПЧ обсуждалась отдельно. Например, первая статья обсуждалась 6 часов и заняла 900 страниц печатного текста. Кроме этого, в это время существуют разные сложные отношения между отдельными странами, отдельными блоками. Например, идет уже холодная война, и есть трение между так называемым социалистическим лагерем во главе с Советским Союзом и так называемыми капиталистическими странами во главе с США. Даже при этих условиях ни одна страна не голосует против принятия ВДПЧ. 48 представителей голосуют за, а 8 воздерживаются. Таким образом, права человека возникают в тот момент, когда государства договариваются о том, чтобы ввести некоторые ограничения на свою деятельность. Первое. Появляется новое словосочетание. Оно появляется на английском языке, поскольку основное обсуждение декларации происходило именно на нем. Появляется словосочетание «human rights», взамен тому, которое было использовано ранее, «rights of man», что в дословном переводе означает «права мужчины». Для создателей декларации было очень важно увести из этого словосочетания гендерный аспект и как бы нивелировать его. Для этого пришлось даже действительно придумать новое слово, новое словосочетание. В русском языке это не отразилось, но достаточно важно для понимания. Второй аспект. Права человека становятся действительно всемирными. До этого они, безусловно,
существовали в разных правовых документах разных стран. Это, например, английский Биль о правах 1689 года, это французская декларация прав человека и гражданина 1789 года и Конституция и Биль о правах США 1791 года. Но тогда права человека имели отношение к очень узкой группе людей, которые проживали в конкретных странах. С принятием Всеобщей декларации прав человека это действительно становится общемировым словом, таким правовым актом, который распространяется практически на все страны, которые в тот момент существовали в мире. И третий аспект – права человека с тех пор не являются внутренним делом государств. То есть если в какой-то стране происходит массовое нарушение прав человека, ее суверенитет может быть ограничен.